Привет, друзья мои! Одна из последних новинок компании CG-Cam – экшн-камера CG6 Legend. Очень интересная камера. И я вам сегодня о ней расскажу. Ну что, поехали! Начнем с комплектации внешнего вида. Как всегда, компания CG-Cam довольно-таки богатая у него комплектация. То есть помимо самой экшн-камеры, еще и много всяких аксессуаров, довольно-таки полезных. Ну и бесполезных тоже. Сам аквабокс. Что интересно, опять два стеклышка. Я долго гадал, в чем разница, пока случайно не увидел на наклеечке надпись Touch. Оказывается, вторая крышечка, чтобы в аквабоксе можно было использовать тачскрин экран. Значит, проводок на руль. Ну, очень много. Единственное, выделю, вот появились вот такие вот новенькие, вращающие 360 градусов наклеечки. То есть, грубо говоря, подставочка. Но это на шлем такая скругленная. То есть ее можно теперь наклеить и поворачивать во все стороны, не используя переходники. И точно такая же, только прямая. То есть, грубо говоря, на крышу или куда-то еще. И вращая, поворачивать камеру. Вот это вот очень удобные штучки. А в остальном, в принципе, все то же самое, что и было раньше. В работе с этой камерой дополнительно добавилась возможность подключения выносного микрофона. Вот такой вот выносной микрофон для улучшения звука. И что мне больше всего понравилось, это использование, селфи-палка, это само собой. Вот такой вот дистанционный пульт дистанционного управления. Вот это вот очень удобная штучка. Очень удобная. Он есть в двух исполнениях. Это на селфи-палку. Вот так вот это выглядит. И есть еще в качестве браслета на руке, либо просто вот так его пользоваться. Он водонепроницаемый и позволяет более удобно работать с камерой. То есть тут есть режим включения, выключения, подключения Wi-Fi и серийная съемка, и непосредственно выключить камеру. То есть включить им нельзя, а выключить можно. Очень удобный дополнительный аксессуар. Но это аксессуары, приобретаемые отдельно, которые не входят в комплекты. Но позволяют улучшить съемку этой камеры, сделать ее более удобной. Это уже маркетологи. Видите, какая рамка стала? Тоненькая. Очень тоненькая стала рамочка. В отличие от 5000 X, видите, какая массивная, пластик. То есть здесь по камере чуть-чуть поменьше, она 5000. Чуть-чуть поменьше. Это можно заметить. Вот она, рамочка. Видите, вообще легко и шевелится внутри. То есть она немножко миниатюрнее 5000. Сделано, как всегда, очень аккуратно. Теперь пойдем по внешнему виду. Значит, спереди у нас появился монохромный такой экранчик. Монохромный экранчик, который показывает режим съемки, который сейчас производится, время съемки или шкалу
записи. И заряд батареи, ну таким маленьким значочком. И вот это время бежит, это выставленное время. То есть время, которое сейчас реальное время. К съемке не относящееся никакого. Абсолютно никакого. Главная фишка — это 2-дюймовый тачскрин экран. Мне, конечно, это очень нравится. Очень нравится. Я просто люблю все такие штучки. Удобство кардинальное, чем переключение вот этих вот кнопочек, как на 5000-й. Хотя кому-то, кто-то мне написал, что я лучше кнопочками, чем тыкать туда-сюда пальцами, типа в экстремальных условиях неудобно. Удобно, даже в аквабоксе задняя крышечка поддерживает тачскрин. Но сколько людей, столько мнений. Значит, на этом 2-дюймовый тачскрин экране, значит, показывается время съемки. Что интересно, сюда добавилось, показывает, сколько осталось. Например, если вы снимаете видео, и он вам показывает, сколько осталось места на карте, чтобы снять видео. Там 2, 3, 4 минуты, 10 минут. Это очень удобно. Раньше этого не было, сейчас это появилось, соответственно, ну это как на больших таких камерах. И, соответственно, выставлены здесь показаны значочки тех режимов, которые у вас включены. Это вот что касается экрана. Значит, сверху кнопочка спуска, начало записи или съемка фотографии. С правой стороны у нас кнопочка выключения или перемещение по меню. Нижняя кнопочка — это у нас кнопочка выхода в меню, либо выбора меню. С левой стороны у нас с вами микрофон и разъемы. Микро HDMI для карты памяти. И тоже новое отличие, теперь не разъем не микро USB, а мини USB. Это сделано для того, чтобы можно было подключать выносной микрофон. И еще одна фишечка, которая появилась, это непосредственно в корпусе резьба. Мне эта вещь тоже очень нравится, потому что я очень часто снимаю камерой со штатива, как 2-й или 3-й. Поэтому без использования всяких переходников я просто вкручиваю ее. И это для меня, по крайней мере, очень удобная вещь. Ну и наконец-то, это... То есть нет теперь вот этой вот непонятной штучки, которая закрывает, а теперь батарейка вот на такой вот удобной крышечке, которая уже точно никогда не потеряется. И отличительный момент этой камеры, что у нее повышенный аккумулятор емкости. Не 900 мА, как на предыдущих, а 1000 мА. Очень важный момент, друзья мои. Очень многих беспокоит подлинность камеры. Так вот, с продукцией CG-Cam это сделать очень легко. На каждой упаковочке есть вот такая вот наклеечка, где стираешь защитный слой, и там, ну, грубо говоря, ID номер камеры. Соответственно, заходите на сайт производителя, вбиваете этот номер, и вам говорят, либо это оригинальное, либо это не оригинальное. Или покупайте у проверенных продавцов. Но все равно, даже если покупаете у проверенных продавцов, потом проверяйте.
чтобы можно было предъявить претензии в случае чего. Ссылочка в описании под видео, поэтому заходите и проверяйте свою камеру на подлинность. Вот это что касается комплектации и внешнего вида. Теперь перейдем к Wi-Fi. Почему к Wi-Fi? Потому что обновление прошивки на камере происходит через приложение по Wi-Fi. Это тоже очень удобно. Wi-Fi. Включаем камеру. Камера теперь включается при долгом нажатии. Так как всего две кнопочки и кнопочка включения-выключения используется не только как включение-выключение, но еще перемещение по меню. Соответственно, мы включаем камеру. Сзади с помощью тачскрима вот такое вот меню включаем Wi-Fi. В настройках телефона в Wi-Fi находим камеру. Вот она. CG6 Legend. Подключаем. Вот она подключилась. Далее заходим в приложение CG-Cam. Не забывайте его обновлять, потому что есть проблемы у некоторых пользователей. Если не обновлять, все взаимосвязано. Камеру нужно обновлять, перед обновлением камеры нужно приложение обновлять. Вот оно приложение. Вот оно. Нажимаем на значок камеры. И вот Connect камера. Сразу же предлагает обновить, из-за чего я и рассказываю вам про Wi-Fi. Вот она. И я сейчас при вас буду обновлять, потому что до этого у меня стояла прошивка 1.3, я ее тоже обновлял через приложение. Вот она, начинается обновление прошивки. Вот она обновилась, камера выключилась. Ну вот у меня камера сама тут поморгала, включилась сама. И посмотрим прошивочку. Опять все у меня на английском языке стало. Смотрим версию ПО. Версия 1.4.1. Вот так очень легко мы с вами обновились до последней прошивки камеры. Не нужно теперь на компьютере скачивать файл, вставлять его на флешку, флешку вставлять в камеру, включать. Все делается очень легко. Зашли в приложение, включили и сделали. Ну, теперь подключение, расскажу вам про Wi-Fi. Значит, заново теперь мы что с вами делаем? Подключаем Wi-Fi. Его можно также с пульта включить, а не с камеры. Вот я, оп, включил Wi-Fi. Далее находим опять камеру. Вот она, CG6 Legend стала, но вот с такими с кривыми буквами. Подключить. Вот она у нас подключилась. Видите, после обновления кривые буквы появились. Опять заходим в приложение. Нажимаем на камеру. И нажимаем Connect. И вот она
появилась картиночка. Видите, происходит с такой задержечкой. Появились дата, время, в принципе, все осталось, дата осталась. Мне, честно говоря, не очень нравится Wi-Fi. Я очень редко, я пару раз всего работал. Значит, что здесь можно в Wi-Fi? Соответственно, есть настройки. Правда, здесь уже все на английском языке. Соответственно, также можно выставить все данные, какие хотите, в настройках. Но я не особо силен в английском, поэтому мне не особо все это дело нравится. Я лучше выставлю все на камере. Но вот так тут она работает. Ну и, соответственно, можно управлять. Вот я нажал съемку. И, соответственно, ну, не знаю. Я не очень, мне нравится Wi-Fi, поэтому, ну, есть кто-то с ним работает, кому-то это удобно. Поэтому Wi-Fi работает, все работает. Главный плюс, что это теперь обновление прошивки происходит по Wi-Fi через приложение. Say my name, say my name. It's been replaced by fame. Say my name, oh say my name. I'm looked up in a cell. I'm looked up by myself. Lights gets in, but for bars. Pay the price from the missing stars. Oh, say my name. Oh, where's my name? So please, my name. Crawling high, flying low is a way to go. Footsteps fade, Blair is gone, I'm left alone. Honest lies, simple goals, torn and high, vengeful walls. I can burn, I can shout. Seems like there's no ways out. Oh, say my name. Oh, where's my name? So please, my name. Crawling high, flying low is a way to go. Footsteps fade, Blair is gone, I'm left alone.